И я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что спешит в вашу жизнь до конца марта, что ждет и что прояснится с 20 по 31 число. Давайте с вами узнаем. А март у нас вообще-то сезон весенний, начало весны, первый месяц и одновременно постепенное весеннее пробуждение. Но в нас это проходят эти процессы с глубокими смыслами. Март – это как смена энергии, и в этом году особенно, потому что у нас соединяются сразу несколько планетарных транзитов. И, к примеру, самое главное, светило Солнце, мои дорогие. По 19 марта Солнце будет в Рыбах, и завершится это 19 марта новолунием в Рыбах. Очень важная дата, потому что новолуние – это всегда приток новой энергии. А хочется добавить, что у нас еще и Меркурий – это последний день, когда Меркурий в ретро-движении. Мы знаем, ретро – это всегда какие-то заминки, задержки, поломка техники, например, да? Ну или когда сбой в наших планах. Но вот уже с 20 числа кардинально меняются энергии. Я должна сказать, что ваша планета Юпитер уже в прямом тоже движении. И Венера у нас почти до конца марта в Овне, мои дорогие. Где-то даже до этого периода, она у нас 6 числа в Овне, поэтому мы чувствуем желание или какой-то побудительный мотив больше обустроить свое благополучие. Вот 10 важных дней марта. Давайте с вами рассмотрим, с чем это будет связано, а возможно и с кем. И у нас первая колода, 78 дверей. Открытые двери или закрытые, я всегда говорю. Не задаем картам вопроса, а просто позволим картам самим нам, как дорожку такую наметить, да, с чем могут быть связаны именно эти 10 важных дней. Какие события, вот какие подсказки нам дадут. И что вам важно узнать, что нужно именно услышать прямо сейчас. Предупрежден, мы говорим, вооружен. И рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и, конечно, здравого смысла. Итак, 3 знака судьбы готовы. И далее продолжим на колоде Таро. Это у нас сегодня Таро Ведьмочек первый. Что-то тут пыталась перевернуться. Король мечей. Но здесь банально, здесь официальные лица могут быть, люди в погонах, кстати, по этой карте, узкие специалисты идут, самые разные, и врачи идут, не обязательно это то, что вы болеете, кто-то как здоровый образ жизни, ну или пойдет обследование проходить, анализы, к стоматологу пойдет, ну мы все разные, перекладывайте на себя, но я могу точно так же сказать, кто-то делает ремонт. Потому что узкие специалисты – люди, работающие с металлом, а также юристы, адвокаты, а может быть конкретная персона, которая рождена под знаком зодиака стихии воздуха. Близнецы, весы, водолей, или человек там имеет асцендент. Но я могу так предположить, что, видимо, может быть это банально даже, официальные лица, когда вы, ну вам нужно, допустим, создать или получить какой-то документ. Или когда нужно перезаключить какой-то договор, например. Самый разный, брачный, или, может быть, это касается работы. Итак, первый вопрос. Что скоро произойдет? Поворот событий. Что ждет вас? Вторая карта. Что идет в вашу жизнь, что буквально спешит, и как это будет все связано? Если мы говорим поворот, то в какую сторону поворачивает, да? Может быть, судьба. Ну и что прояснится, к чему это все идет? Достанем 3 карты по основным сферам жизни. И первое это у нас, что ждет вас в личной жизни, в любви, в целом взаимоотношения. Что ждет вас? Это вопросы работы, документов, ваши планы, контакты, важные встречи, у кого-то учеба. Ну и финансы также. Что вас ждет? Итак, первый знак судьбы. Что же нам тут подсказывают карты? Куда-то вам не нужно торопиться. Вот если мы так поднатужимся, то явно мы эту стену проломим, кладку. А кто знает, может быть, это специально, чтобы никто не ходил, нам как судьба, ну, какую-то стену создает. Мы иногда думаем, что вот у меня сейчас не получилось, дай-ка я еще раз попробую. Или дай-ка я, ну, как с другого захода. Вот есть какая-то данность в вашей жизни, мои дорогие стрельцы, куда вам не надо. Ведь и карта говорит, нам показан человек,
который достаточной силой обладает, и, конечно, он разрушит эту кладку. Но карта не гарантирует того, что то, что мы увидим, нам понравится. С чем это связано? Пятерка жезлов я часто называю какой-то, знаете, информационный хаос, какая-то путаница или сбивчивая информация. И тут нужно, да, тут, знаете, тут какие-то наши, как постулаты, может быть, предубеждения. Мы считаем, что это очень правильно, а нам туда не надо. Вот интересно. Причем ты как будто имел какой-то... Может быть, это человека конкретного касается, потому что по пятерке жезлов очень часто проходят люди, ну, на которых все-таки мы не можем положиться. А тут, смотрите, колесница. Вас действительно, как судьба, уводит от того, что, ну, вот для вас не будет служить прогрессом. Вам, мои дорогие стрельцы, нужно будет, видимо, в эти 10 дней окончательно с чем-то определиться. На кону ваш успех, ваша удача. Более того, для кого-то популярность – это когда вы можете изменить статус или достичь значительно большего, нежели подзастрять. Вот тут конкретно карты говорят тебе, стрелец, полный вперед. Не пытайся что-то еще как будто заново переделать. Не пытайся, может быть, тройка мечей – это всегда, знаете, наше разочарование или, к примеру, предательство. Но есть желание доказать. Вот сочетание этих двух карт, посмотрите, даже не зная карт Таро, нам как будто есть желание что-то попробовать заново. Или есть желание, может быть, внутреннее какое-то осталось. Когда, ну, не договорено до конца, не выяснены отношения. Мы, знаете, как нашу правду, или, может быть, она на самом деле, это какая-то истина есть, но вы не сумели это преподать так, чтобы быть правильно понятыми. Или человек этого не захотел слышать. Ну, ведь люди разные. А нам как будто говорят: да оставь ты, это уже не имеет никакого значения. У тебя сейчас судьба, старший аркан будет разворачивать такие события. Может быть, кстати, ты забудешь даже об этом, потому что любая тройка – карта будущего. Тройка мечей говорит о том, что это уже наступает какой-то период здорового равнодушия. И я так надеюсь, для большинства из вас вы сами, мои дорогие стрельцы, на что-то махнете рукой и скажете: нет, а и ладно, и не надо, потому что новые интересы, новый какой-то жизненный драйв уже идет на ваш порог. И будь готов к неожиданностям. Что тут старое, что тут известное? Посмотрите, по рыцарю жезлов у кого-то из вас, ведь это карта скорости, может быть необходимость поездов. Или, в принципе, много каких-то перемещений. Возможно, для кого-то встреча, которая будет касаться даже личной жизни. Но я бы сказала, очень две карты как соединяются по энергиям, как аркан колесницы и шестерка мечей. Иногда ведь трактуется как карта дорог. И вот для вас, для кого-то из вас действительно само по себе путешествие или желание куда-то отправиться. Может быть, это как цель, мои дорогие, вы поставите. Но понимаете, что для того, чтобы этого достичь, нужно еще проделать несколько шагов или решить некоторые вопросы. И вот вы, скорее всего, выбираете правильное направление. Я больше вижу так. Для кого-то это как жизненный путь, для кого-то это будут вопросы работы. Я не исключаю, что для кого-то, поскольку королева кубков, может быть важная встреча того человека, которого вы, скорее всего, уже знаете. Хотя я и не исключаю по рыцарю жезлов новое знакомство с человеком, который совершенно где-то на вас не похож. Возможно, для кого-то интернет-знакомство, почему нет? И вы будете тоже, или какое-то случайное знакомство, когда вы захотите несколько это продолжить. Вас что-то заинтересует, вас действительно что-то увлечет. Причем, с одной стороны, это плюс, потому что уводит вот от каких-то разочарований, от того, что было раньше, и то, что малозначимо сейчас, по сути дела, куда, как я говорила, нам не нужно. Но для кого-то из вас, ведь это карта заслуженного успеха на кону, ваша именно карьера, может быть, или ваш бизнес, раскрытие собственных талантов, у кого-то обучение. Может быть, это вы как новый навык, как скиллы, да, вот. Не обязательно нам по обучению для того, чтобы приобрести профессию, садиться в университет и годами сидеть за партой. Сейчас возможностей очень много.
И мы можем за несколько месяцев эту профессию уже буквально обрести и приступить к работе. И, может быть, для кого-то, иногда я говорю, и путешествовать, и работать из любой точки мира. У кого-то это будет как желание. Может быть, это вы такую цель поставите и будете иметь, ну, будете, по крайней мере, твердо склоняться к тому, что да, пусть это начинается как с идей, мои дорогие, а у нас Солнце в Овне может нам подарить, знаете, как действие, активность. Мы понимаем, зачем нам это нужно и что мы в конечном итоге получим. Вас действительно что-то может тут настолько увлечь, что вы забудете думать про какие-то разочарования. Но это факт. Рождение чего-то нового. Нет закрытых дверей, мои дорогие. Ну вот одна закрытая дверь. Здесь у нас вообще компьютер, как бы, да, вход в мир, интернет, пространство, эфир, интернет. Почему эта карта очень часто именно как работа на дому, да, или работа из любой точки мира, я говорю. Ну и это пространство, это опять же путешествие, перемещение. Но тут правда какая-то новая идея, а для кого-то это может быть отношения. Я не исключаю, что и перевод отношений на новый уровень. Вы можете помириться, должна сказать, это уже попутно для тех, кто, ну, в сложных отношениях, но умом вы понимаете, мой человек, да? И, может быть, тот человек тоже понимает, но нашла коса на камень, увы, такое часто бывает, поэтому помириться можно, и тогда не вспоминай былое. Давайте мы с вами узнаем, так что же скоро произойдет, или какой поворот событий вас ожидает. Опять рыцарь жезлов. Когда в моих раскладах, в разных колодах совпадают две карты одинаковые, это сам по себе как знак судьбы. Будь, стрелец, готов к неожиданностям. Будь готов собраться быстро и куда-то поехать. Не отложи что-то на потом. Пусть это даже ваша идея. Значит, нужно продумать, может быть, просчитать, составить тезис-план на бумаге, например, да, и математически просчитать, ну, смотря у кого какая идея. Но тут именно воплотить в жизнь вам что-то нужно. Или, как минимум, именно попробовать. По этой карте могут приходить неожиданные новости. Может быть, для кого-то из вас это та новость, которая вас заставит буквально в дорогу собраться. Точно. И здесь у кого-то вопросы личной жизни, а у кого-то финансов. Все-таки у нас серьезный аркан, 15-й. Но, как любая карта, она имеет не только значение со знаком плюс или значение со знаком минус. По этой карте, если мы говорим о плюсах, то это больше жизненных сил, активности, бодрости, мои дорогие. Это правда, аркан наделяет жизненной силой и дает возможность исправить какую-то финансовую ситуацию. Но дьявол великий шутник. Поэтому, когда эта карта выпадает, да я бы сказала, на весь период Плутона в Водолее, я периодически об этом повторяю, это аж до 44-го года. Легкие деньги опасны, мои дорогие. Поэтому в каких-то, ну, таких сомнительных делах, двойственных, или когда вы, знаете, пытаетесь решить свою ситуацию финансовую именно, когда мы ставим на кон все. Вот тут не должно быть никакого риска, потому что что-то мы тут не видим, не можем просчитать. Поэтому по части физической силы и активности, да, именно 15-й аркан наделяет этим. Но он помнит, напоминает точнее, говорит, помни, стрелец, любая игра в любой момент может перейти в опасность. Поэтому аналитика, мои дорогие. И будь готов к неожиданностям, это правда. А что это такое за поворот событий? Вы посмотрите, у вас до старших арканов. Я так надеюсь, что для большинства это просто проиграются вопросы, страсти. Но я точно так же должна сказать, это и выбора. Хотя, если мы так поразмышляем, страсть, по сути дела, бывает не обязательно к противоположному полу, а это еще страсть к работе, мои дорогие. Именно к работе или к какому-то любимому делу мы это хотим создать. Вот ту картинку, которая рисуется в нашем сознании, мы хотим ее получить в реальной жизни. Но не все, пожалуй, в нашей жизни однозначно, поэтому выбор Его Величества. Не все на 100% так, как мы это предполагали. Но гореть как будто вот этим жаром желания вот именно осуществить так, как мы представляем. Но быть и реалистом как будто тоже стоит. Вот подумайте, как это в вашей жизни неожиданности с 15-м арканом
Ну, это, конечно, карта любви, влюбленные, взаимодействия, но ведь мы и говорим о выбора. Но в этой колоде как будто двое соединяются людей. И даже если сложный вопрос, к примеру, пусть это работа, документы, какая-то деловая сфера, от того, как вы договоритесь, будет зависеть ваш успех. Вот такая подсказка. Но шанс определенно есть. Но что же это спешит в вашу жизнь? Победа, мои дорогие. Не упустите. Здесь, правда, можно решить сложный вопрос. Словно высшие силы вам помогают. А также эта карта говорит, да, ты будешь победителем. И если правильно воспользуешься какой-то конфигурацией событий, которая у тебя складываться будет. А более того, когда эта карта выпадает, она где-то всегда свидетельствует о скромности, как ни странно. В каком контексте? Ну, вы, если помните классические колоды Таро, обычно всегда толпа рукоплещет победителю, да, как на коне вот этот победитель шествует. И чаще лицо в классических колодах у этого победителя уставшее и так очень внимательное. Он как будто не реагирует эмоционально на это. Почему? Он понимает цену победы и понимает, что толпа переменчива. Сегодня рукоплещут, а завтра что-нибудь противоположное. Поэтому эта карта говорит, мало достичь какой-то высоты, тебе ее придется удерживать. Ну, может быть, отчасти, ну, где-то не время пафоса, мои дорогие. Может быть, вот это вам тоже некоторую службу сослужит. Примите это к сведению. Так а что же прояснится? А ведь и правда, кому-то придется вот банально курсы пройти, получить сертификат, получить какой-то документ. Иногда это карта экзамена, это работа в команде. Может быть, и вы как сплоченную команду будете организовывать. Или вокруг вас, мои дорогие, вы солнечные люди, я всегда говорю об этом. И когда ты со стрельцом даже банально работаешь, у тебя всегда, видя его, настроение улучшается. Но это точно. И вы знаете, вот пользуйтесь тем, чем вас наделила природа. Потому что в наше время перемен, эпоху, многие ходят мрачные, унылые. И вот именно благодаря своему такому врожденному качеству вы вокруг себя можете сплотить нужных людей. Вот что-то такое может проиграться. Вполне вероятно, как-то это вам поможет. Но я должна сказать, тут и учеба для вас будет очень продуктивна. Может быть, это в целом то, что происходит, вот что прояснится. Это какой-то экзамен жизни. То есть у кого-то банальный экзамен, кто учится, может быть и зачет, а для кого-то это получение документа для того, чтобы получить должность, ну или осуществить свое желание, мои дорогие. Значит, тоже как-то вы будете этим заниматься, и это не пойдет очень быстро, примите это к сведению. То есть какой-то период, всего лишь 3 пентакля. Но это будет карта говорить все то, что ты выучишь. Неважно. У кого-то языки, у кого-то освоение новой специальности, у кого-то узкая какая-то специализация. Вот это все вам помогает, потом буквально знание сила. В последующем то, что ты узнаешь или приобретешь эти знания, ты на основе этого буквально сумеешь построить, может быть, бизнес или заработать денег. Что ждет в жизни личной? Ну и, может быть, это касается взаимоотношениях, какая-то неожиданная новость. Вот буквально врывается в вашу жизнь. Это карта шанса, мои дорогие. По этой карте мы можем что-то такое услышать. Особенное. Может быть, это кого-то подвигнет на переезд, на поездку или как-то действовать. А на кону десятка кубков. И правда, для кого-то проиграется неожиданное знакомство. Поэтому будьте открыты миру. Будьте любопытны к жизни. Любопытство я имею в виду именно к жизни, к миру, но не к соседу. Но какое-то знакомство для тех, кто один или одна, оно может состояться. Но от вас тут потребуется быть более активным самим. А может быть, для того, чтобы это знакомство состоялось, позволить себе расширить горизонт общения. Вот об этом тоже, кстати, тройка пентаклей. Ну а для тех, кто в паре, тут все равно какая-то новость, которая будет касаться либо вашей семьи, либо вашей пары, а может быть это решение, которое вы будете вместе сообща принимать. Вот карта шанса, и тут именно на личную жизнь. Что же по поводу работы? Королева Пентакли. Но это та, которая, вы знаете, ей свойственно две такие противоположные
как бы ипостаси или две противоположные стихии. С одной стороны, это вдохновение, мы говорим, это чувство или это эмоции, да, и с другой стороны, прагматизм, практика. Она великий практик. Но если мы говорим о вдохновении, в каком это контексте? И вам, я так думаю, просто карта говорит о том, что примерь на себя эти энергии. Здесь именно от вашей настойчивости. Королева Пентаклей очень настойчива. А это единственная карта в колоде, которая нам характеризует персону, которая умеет сделать сказку былью. И вот это вдохновение, или вот этот проект, который зарождается в голове у королевы Пентаклей, она обязательно воплотит в жизнь. Может быть, она будет что-то корректировать, и, возможно, не раз. Настойчивость. Поэтому вам придется, может быть, и мелкие планы корректировать, будьте к этому готовы. Что-то доводить до ума вам придется. Тут, правда, все то, что я сказала, очень, ну так, олицетворяет карту королевы Пентаклей. Я, конечно, не исключаю, что вы можете столкнуться с таким человеком, который прочно стоит на земле. Возможно, он прошел какой-то сложный путь. А для кого-то из вас это может совпадать с работой на дому или работой на самого себя. Потому что часто по королеве Пентаклей тоже это проходит. Она вот именно рассчитывает сама на себя. Но и у вас, видимо, есть какие-то идеи. В идеях как будто, судя по всем картам, ну и вообще ваша натура, мои дорогие, в идеях недостатка нет. Но самое главное – это все довести до ума, сложить в какой-то красивый узор. Финансы что ждет? Праздник, мои дорогие, после победы. Победа есть. Праздник как будто тоже. Может быть, это будет, ну, какая-то вечеринка, мероприятие, которое вообще связано с работой. Я такое тоже не исключаю. Или какое-то важное мероприятие, когда, пусть не вечеринка, и пусть не банкет, да, а когда, ну, важно, тем не менее, когда и коллектив собирается, или когда вас по этой карте, мы на финансы смотрим, как какие-то бонусы вас могут поощрить все-таки, да. А для кого-то из вас это дела домашние, опять же. Такое тоже может быть по четверке жезлов. Но вдохновение, радость спешат в вашу жизнь, посмотрите. Как будто в балансе, по крайней мере, вот эти 10 важных дней. Или если у вас сейчас пока еще баланса нет, все-таки две карты, они ничего подобного не предвещали. Это как будто может начинаться, да, с этого. Ни шатка, ни валка, непонятно. Но эти последние 10 дней марта, мои дорогие стрельцы, для вас действительно могут быть знаковыми, как по судьбе. Здесь может, пусть это, знаете, как маленький шажочек в будущее, с которого последуют прекрасные перемены. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии, за вашу поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте мои публикации, и я приглашаю вас на свой сайт, как и в телеграм-канал. Все ссылки оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.